Привет, мои дорогие девочки! Все время стрим опаздывает на 2 минуты, точнее, для того, чтобы включиться, и для того, чтобы его вести сразу не получается, надо, как говорится, 2 минуты там подключаться, пока он идет. Привет, мои дорогие! А вы меня слышите? Девочки, напишите, если вы слышите меня под чатом. Привет! Привет, Элечка! Диана, привет! Хорошо, что вы слышите. Ну, отлично. У нас сегодня тема будет, мои дорогие, что он думает о вас сегодня, его мысли о вас. Будем гадать. Ну, такое небольшое гадание сделаем. Но перед этим, как гадать, девочки, напомню вам про лунные сутки. И они действительно, знаете, лучше работают, чем обычный наш солнечный календарь. Да? Сегодня у нас 5 января. Но, девочки, это вторник, это день Марса. Это один из самых лучших дней, когда можно на мужиков, на мужчин гадать, да, потому что карты, они вообще никакие не будут врать сегодня. Ни одни карты, девочки, не врут. Так что вы можете даже сами себе тоже сегодня раскладывать. Но это еще тоже не все. Сегодня 22-й лунный день. Представляете, 22. Что такое 22-й лунный день, девочки? Второй старший аркан – это у нас Верховная Жрица. 22-го аркана типа не существует, но мы знаем, да, что всего 22 старших аркана, те, которые входят в карты, хотя их на самом деле немного больше, да, просто для гаданий в открытом доступе, да, очень сложно иногда купить, чтобы было больше, чем 78, больше, чем 22 старших аркана. Но начинается с нулевого, да, с дурака, до 21-го. А 22-й, девочки, старший аркан, это... Я так немножко вам даже скажу, да, это очень напрямую связано с верховными жрицами. И даже если взять старший аркан второй, это Верховная Жрица, девочки. Сейчас у нас день, 22-й лунный день. Это Верховная Жрица плюс Верховная Жрица. Убывающая. Причем убывающая в весах, да. То есть на одних весах, на одной чаше весов жрица, на другой жрица, девочки. Как вы думаете, что можно делать, как говорится, двумя руками сегодня? Не только гадать. Сегодня можно делать всю вот любовную магию, но на убывающую. У кого-то, кстати, работают лучше какие-то ритуалы именно на убывающую, у кого-то именно на растущую. В основном у всех на растущую, да, если мы хотим кого-то притянуть. А сегодня, девочки, можно делать хорошо отвороты, отсушки. Если вас кто-то домогается, если там начальник какой-то, да, если даже враги какие-то, сегодня вы можете делать отвороты, отсушки, причем любой магией, да, тут даже заговорами всякими вы можете это все делать. Я, например, самый мой любимый способ, быстрый, для того, чтобы сегодня отсушить от себя всяких врагов, сплетников и всякую такую нечисть, да, берете хлебушек, мякиш хлебный, кого-то загадываете, да, его так мнете, этот мякиш. Можно, если сделать хороший хлеб у вас, как говорится, голову, ручки, как у печенюшки, да, и потом, девочки, спускаем в унитаз, типа говно по трубам, извиняюсь за выражение. И вот этого врага, представляете, как вы ему рвете это все, да, и все, больше не говори ничего, ничего не делай. Все ему, девочки, такого желаете, того, чтобы он не делал в вашу сторону. Выбрасываете в унитаз, в канализацию, смываете и реально затыкает рты практически вот с момента того, когда вы это проводите. Кому-то несколько раз, но в основном мне хватает одного раза так сделать, в унитаз спустить кого-то в хлебном мякише. И работает вообще супер. А сегодня еще такой день для того, чтобы избавиться от врагов, от всяких недоманьяков, от всяких похотливых мужиков, от абьюзеров, от вампиров, девочки. В общем, отвороты, отсушки делаем. Еще можно, девочки, в этот 22-й лунный день, убывающая луна в весах, можно делать. Но это не привороты, нет, это заговоры, либо какие-то манипуляции для того, чтобы вызвать тоску, печаль по вам, чтобы мужчина по вам тосковал, мои дорогие. Сегодня хороший для этого день.
И, кстати, почему я на лунные дни обращаю ваше внимание? Да? Для того, чтобы у вас не было каких-то побочек от той же магии, от тех же ритуалов, от тех же гаданий и всего остального. То есть для того, чтобы вы не, знаете, как перегадали там свою судьбу, для того, чтобы вы сделали правильные выводы, да, даже если у вас какое-нибудь такое шаткое состояние души, да, чтобы вы все равно были на верном пути. Глазки, чтобы были всегда открыты. Ну что, а можно несколько мякишей на нескольких человек, Алена спрашивает. Да, можно, но смотри, надо еще словить это свое состояние. То есть очень хорошо его вспоминать и даже немножко такой вот злости, обиды на этого человека, в этот, когда мякиш мнешь, да, в него это вложить. Вообще срабатывает вот сразу. Вот я, например, как не делаю, например, мне даже сплетницы какие-то там или еще, мне не нравится, я себя на этом ловлю, делаю этот мякиш, прямо в унитаз это все так рву, убираю. И все, все. На следующий день, знаете, как это, как человека нету. Он тебя не видит, не замечает, а отворачивается, боится и все остальное. Так что, девочки, это все реально работает. Ну что, мои дорогие, привет, мои дорогие, привет, Танюша, Руслана, Валентина, Наташа, привет, привет, девочки, Саида, привет. Ольчик, Ело, привет, моя дорогая. Ну что, давайте будем гадать. Погадаем, что он думает о вас сегодня, его мысли. Мы будем на Монаре именно смотреть. Я хотела еще на демоническом таро, но на Монаре. Вот как-то в день Марса, девочки, во вторник будет лучше заходить это все. Давайте посмотрим, что он думает о вас, его мысли. Сделаем такое небольшое гадание, девочки, но все же. Итак, 4 варианта у нас будет, 4. Но я попытаюсь на каждый вариант так побольше говорить. А то девочки еще говорят, что к 4-му я устаю, и получается на 4-й мало говорю. Но на 4-й мы все равно тоже будем смотреть подольше. Ну что, котики, поехали. 1, 2, 3, 4 вариант. Привет, привет, девочки, кто пришел. Загадывайте, мои дорогие. Что он думает о вас сегодня? Его мысли. Выбирайте рубашечку лапочкой своей кошачьей. Положите лапочку, пройдитесь по ней, как кошечка. И мы сейчас его перевернем. Вывернем наизнанку эту рубашку мужскую. 1, 2, 3, 4 вариант. Ну что, поехали. Если, девочки, кто-то выбрал 3, 4, и вы не особо хотите смотреть 1, 2, то вы можете в чате пообщаться друг с другом, да, потому что у нас все равно это свой эгрегор. Вы можете сделать, девочки, 50 приседаний для попы, хорошо, да, тоже мотивация, схуднуть. Ну, поехали, мои дорогие. Итак, что он думает о вас сегодня? Его мысли о вас, девочки. 5 воздуха. У этого человека недавно, это может быть даже вчера, либо позавчера, либо вот прям сегодня утром, но это очень так. У него очень болела голова. Вот 5 воздуха, это такая, знаете, болящая карта. Ему что-то очень сильно болело. Ну, это по-любому голова, девочки. Не что-то, а голова. Либо это простужен, или что этот человек. Что он думает о вас сегодня? Если он, девочки, сейчас вам не пишет, вам кажется, что он вас игнорит и все остальное, да, то я вам скажу, что тут еще какая-то такой момент страха есть. Он с вами свяжется, он вам напишет, он все равно будет с вами общаться. Но давайте так, все-таки это общее гадание, да, и я вам немножко так разделю его. Если вы с этим человеком не общаетесь, девочки, и это бывший какой-то, к примеру, либо тот, который не особо вам звонит, не особо хочет с вами общаться, он вам все равно будет писать, да. Но у него сейчас вот на нуле его внутренняя энергетика для действий каких-то. Он не хочет действовать. Никаких любовных действий он сейчас не хочет. Я бы даже сказала, не в сторону ни одной женщины. Так что можете не переживать. Он по-любому или один,
Или вообще себя никак не проявляет, если у вас какой-то даже может быть любовный треугольник. Но семерка червовая, девочки, кубковая, она говорит о том, что он будет вам писать, но это будет как-то происходить осторожно. Очень осторожно, возможно, даже по одному слову, либо по два. Вам будет, может казаться, что вы с него что-то вытягиваете, да, но он просто страх, неуверенность, но не неуверенность в себе, да, нет, у него этой неуверенности нету, он не то чтобы даже не уверен в вас, это просто какой-то такой, знаете, как паническая атака, но это не паническая, это слишком слабое такое чувство для панической атаки. Что он думает о вас сегодня? Ему, девочки, вот реально, я вот прям вижу, знаете, как надбровные дуги, да, и мне идет боль. Вот реально сейчас даже во время гадания, да, не то, что мне голова болит, нет, мне голова вообще не болит. Но я имею в виду, что вот именно от этого мне тянет, как будто меня протянуло, как будто мне что-то болит. Вроде бы как я простудилась, да, либо устала. И вот хочется тереть эти надбровные дуги в себе. Либо он либо уставший, либо простудившийся, либо так голова болит. Может, пьянка какая-то была. И из-за этого, девочки, он не думает про будущее, и он не хочет вот этой вот активности. Ему бы просто, как говорится, пожить. Для некоторых все-таки, если вы загадали тут бывшего мужчину какого-нибудь, девочки, либо от него давным-давно нет связи, даже, я бы сказала, с прошлого года, да, то он тут не думает. Нет, он не думает. Но то, что он будет связываться, разговаривать с вами в будущем, то это точно. Что он думает о вас сегодня? Он почему-то думает, что вы ему что-то должны. Он не прям сейчас, вот она мне должна, я хочу нее. Нет, это будет тянуться. Он с вами даже будет связываться из-за того, что он думает, что вы ему что-то должны, как будто вы ему что-то не додали. Или в духовном плане, либо в материальном. Давайте еще посмотрим, что он думает о вас сегодня. Justice and Judgment, девочки. Правосудие и суд выпало у него. Реально вы что-то ему должны. Как бы вот он реально думает, что он к вам еще, к вам обратится. Он будет с вами разговаривать, потому что вы ему что-то должны, девочки. А что ты ему должна? Что это он так думает? Он будет проявляться к вам. Он будет проявляться к вам. Но не сейчас, девочки. Ему как бы... Мне почему-то хочется сказать пятница, да? Мне кажется, что все-таки в пятницу он будет проявляться. Может, у кого-то раньше, но это может встреча у вас будет в пятницу, может интим будет в пятницу, может еще что-то. У него сейчас вот как простуда какая-то, простуда мозга. Хочется ему, как говорится, ничего не делать, но это не ленивость, это невозможность думать адекватно, что-то решать, двигаться напрямую к своим желаниям, потому что болит голова, девочки, ему болит. Давайте еще посмотрим. Ну что ты у нас, рыцарь наш водный? Что ты думаешь о ней, кто выбрала первый этот вариант? Если это, девочки, мужчина, который, как говорится, с Новым годом вас не поздравил и не проявлялся уже вот с этого 21-го года, да, то это уже отношения, я вам скажу, больше закрыты. Но вести от него будут. Если это ваш человек, с которым вы встречаетесь, с которым вы поддерживаете общение и все остальное, он реально как заболевший. Болит голова, нету энергетики. На любовные действия он не готов, но он все равно будет проявляться по-любовному. Даже если вы, например, загадали здесь, даже возьмем мужчину в возрасте и со сниженной сексуальной потенцией. Даже такой мужчина, девочки, старый импотент, извините меня за выражение, он и то будет действовать в вашу сторону. Но это не прямо сейчас, это попозже. Будет приставание к вам, пошлые словечки. Вот знаете, как он свой интерес к женщине проявляет, девочки? Вот пошли, пристраиваются, например, сзади или еще что-то. Ну, короче, пошлячок такой. Давайте еще посмотрим, что он думает у вас сегодня.
Две шестерки. Шестерка не закроет. Рыцарь земли. Будет к вам проявляться минимум вот через 3 дня. Либо дальше, девочки. Но вот это вот ближайшее время, вот никакое, ни рыба, ни мясо. Он. И причем, знаете, а потом становится вот 2 карты рыцаря выпало, 2 шестерки, да, и это все равно он будет к вам идти. Но сейчас выпала вот эта вот долбаная воздушная пятерка. Это не очень хорошее физическое состояние для того, чтобы что-то делать. А это у него сейчас даже возможны ошибки, промахи. Он может ошибиться, когда считает на калькуляторе, как-то забыть где-то, ну, рассеянность какая-то, забыть документы, неправильно выполнять какую-то работу, отмалчиваться, нежелание ничего говорить у него, девочки, сейчас. Ну и не зря я сегодня, вот если кто не слышал, говорила про сегодня 22-й лунный день, девочки. Убывающая луна в весах. Ну почему бы и нет? Если хотите раскачать этого мужчину, да, то почему бы сегодня что-то не попробовать на тоску? Как тоску вызывать? Можно на игральных картах, девочки. У меня даже есть это видео, кстати, где-то, как на игральных картах навести на него тоску. И можно заговор, девочки, делать. Вот можете свечку зажечь одну, ну, это 2, это уже будет такое, больше на приворотное, но на убывающей луне, я думаю, это не надо. Одну, девочки, чтобы заговорить. Куда свечку, девочки, ставить? Угадайте, куда? На подоконник. Причем это я не выдумываю, это все время такое делали еще в старые года. Помните, свет в твоем оконце. Это тоже туда же относится. И на окне, и в форточку вот эти вот все заговоры делаются на тоску. Вот такой вот, девочки, первый вариант. Ну что, давайте посмотрим второй, котики мои. Второй вариант. Что он думает о вас сегодня? Так, 2 земли. У него сегодня, девочки, общение с женщинами есть. Но это даже не сколько флирт, сколько либо, вот знаете, женщина-врач, соседка, возможно, гости какие-то, родственницы, да. У него рядом чувствуется женская энергетика возле него. Что он думает о вас сегодня? Вот, блин, 2 одинаковые карты и огня, и земли. Но он, девочки, о вас думает. Но у него как будто нету места. Вот, знаете, когда мужчина, точнее не мужчина, парень, подросток, да, влюбился в какую-то девушку, и он хочет с ней как-то углубить отношения, да, перейти в интимную фазу какую-то или еще что-то. Но ему тупо некуда ее привести, да, и это для нас легко. Почему бы там не снять квартиру, почему бы там уютное гнездо не свить где-нибудь на крыше, да, как городские голуби? Но нифига, девочки. У этого мужчины как будто нету места, но он о вас думает. Вот реально думает о вас, да. Но там, где должны, по идее, находиться вы, возле него находится какая-то другая женщина. И причем вот даже вот сейчас, если у вас есть такая возможность, например, там списаться с ним, да, или еще что-то, просто посмотреть, вот какая сегодня, с какой женщиной он очень близко был. Заходила ли к нему соседка, либо приехала мама в гости, либо возле него ходит эта мама, да. И дело в том, что вот по этому раскладу вы даже можете судить, да, как ни странно, она зеркалит ваши отношения с ним по той женщине, которая находится рядом. Потому что когда она есть, она как выталкивает вас. А когда вы есть, да, он, получается, там женщина вот это выталкивается. То есть и она практически в одних и тех же состояниях по отношению к нему, да, как он к вам. Либо это здесь у кого-то любовный треугольник такой, знаете, то туда фигура, тут фигура там, да, то бегает он. И либо, девочки, у него, если он живет с сестрами, с мамами, да, и вот это вот женская энергетика. И если он встречается с вами, а он о вас думает, да, то он, значит, относится к вам так же,
хотел бы жить с вами так же, как он там с кем-то живет. Если там заезжая гостья, которая на несколько дней погостить, да, то тут надо работать над отношениями, потому что там, ну, как бы то, что он понимает, что он встречается. Если девочки сейчас ни с того ни с сего к нему заходила, какая-нибудь, я не знаю, там, соседка там за солью заходила, да, почтальон, мало ли кто. И вот если там вот женщина одна какая-то пришла и вышла, да, то обратите внимание, да, что почему-то какая-то женщина зеркалит вас в отношениях. Зеркалит. Как он сейчас с ней, так он типа и с вами. Очень зеркальные карты тут выпали. А давайте еще посмотрим, что он думает о вас сегодня. 19-й аркан Солнца выпал. Кто-то из вас, девочки, его почему-то либо посылает, либо послал. И у вас бывает такое, я не знаю, но очень четко тут 19-й этот аркан Солнца и десятка воздуха, да. Тут зеркалка идет, а здесь идет, получается, что кто-то говорит, да пошел ты в жопу, извиняюсь за выражение, да пошла она туда-то. То есть почему-то эмоционально очень идет послание, да, друг друга, а потом все равно люди вместе, да, все равно они общаются. Либо это он в мыслях так вас посылает, либо на самом деле. А может быть вы его так, девочки, дергаете. Потому что вроде бы, знаете, да пошел он в жопу. А потом, хоп, все равно общаются люди. Вот это вот какой-то всплеск вот таких вот... Ну, это не негатив, это просто так. Кто-то очень эмоциональный. Что он думает о вас? Ну да, это те, которые все равно остаются вместе вопреки чему-то. Вы с ним вопреки чему-то все равно вместе, и вы будете общаться с ним, если кто-то не общается, да? И вы все равно вопреки. Я так думаю, может там... А кто это такой зеркалит? Ну, это не на Монаре, конечно, гадать. Ну, а кто это там у него? Правильно, кто его зеркалит? Королева воды выпала. Опасная какая-то там женщина, девочки. И это нифига не соседка. Да, может быть соседка, которая за солью, но это не почтальон. Я имею в виду, это женщина, которая на него имеет влияние. Тут очень похоже на любовный треугольник. Но если у вас нет любовного треугольника, это может быть сестра, мама, с кем он живет. Потому что когда он общается с этой женщиной, он не общается с вами. Понимаете? Но почему-то либо вы, либо она. Понимаете? И когда он с вами, он вообще с ней вот так вот, ну как бы не общается, да, даже не созванивается. Он одновременно не может общаться с вами двумя. Может мама, сестра, может любовница, может жена, да. Похоже на любовный треугольник, но он какой-то такой, это не треугольник, это просто мужчина, фигура тут, фигура там, вот по-другому не скажешь. Но это какая-то женщина есть. Но с вами связь у него крепкая. Он все равно с этой связи не выпрыгнет. Но обратите внимание, что эта связь сейчас вопреки, да. И вот сейчас прям вопреки. То есть, если он сейчас вам, девочки, не звонит, игнорит и все остальное, да, то это лишь потому, что там на него воздействует вот эта королева воды. Все равно есть она, и получается, с его поля она выбивает любую женщину другую. Как только она куда-то там отползает, уходит, да, он, получается, начинает активничать по отношению к вам, с вами, вопреки ее желанию, он с вами. Но это... Я сейчас не буду раскладывать там, кто против вас может настроен, кто не против, да. Но обратите внимание, что какая-то вот такая женщина мешает. Но это отношения вопреки, девочки. А давайте еще тут я на этот вариант выложу. Так. А что он думает именно сейчас о вас? Именно сейчас о вас, что он думает? Вот смотрите, опять выпала та же карта. А этот расклад не перебивается, девочки, никак. Он прямо сейчас не может думать о вас, потому что там какая-то женщина. Как только она исчезнет, он будет проявляться в вашу сторону. Но он вас держит, я не знаю, как это. Кто-то, девочки, вот если правде в глаза посмотреть, кто-то запасной аэродром.
да. Если вы в любовном треугольнике, он вас держит в уме. Знаете, 2 кладу, 2 в уме. Либо он сейчас проведет время с этой женщиной, не исключено, мать, там, я не знаю, крестная, дочь, да кто угодно, но это женщина, девочки. Когда он не может думать одновременно о вас и о ней, но он вас держит в уме. Да уж. Ну ладно, мои дорогие, вот такой вот вариант. Так что он думает о вас сегодня? Он вас держит в уме. Он держит в уме, но он никак сейчас не проявляется, потому что там есть какая-то другая женщина, которая влияет на его мозги, понимаете? Может, это мама, от которой он сейчас не может уйти, надо проводить время с ней, да? Может, это бабушка, там, дочка, может быть, кстати, ребенок, дочка. Надо проводить с ней время, и человеку вот больно думать о другой женщине, вот самому больно как-то, да? А может, и любовница, а может, и жена, девочки. Ладно, вот такой вот второй вариант сегодня выпал. Так что он вас сегодня держит в уме. Но проявляться он будет тогда, когда та женщина, как говорится, выйдет с его поля, с его астрального поля, которая вот может вообще что-то думать в этой жизни. Вот такой вот второй вариант. Но не забудьте, 22 число, 2 верховные жрицы. Может, как раз-таки эти 2 верховные жрицы вы встретились, девочки? И весы эти как раз-таки про этого вашего мужчину. Можно побороться за него, если хотите. Почему бы и нет. Так, давайте посмотрим третий вариант. Что он думает о вас сегодня? Так, его мысли. Паш огня. Это хотелка у него очень хорошо развита. То, что у него сегодня ниже пупа все собралось в один большой твердый комок. Так и есть, девочки. Хочет интима. Хочет вас, девочки, хочет вас. Но это не рыцарь, который будет действовать, да, в сторону своей женщины, там, типа, грубо говоря, лапать ее целенаправленно, да, или король огня, который точно там придет. Это выпал у вас Паш огня. Это, девочки, хочу и молчу, хочу и думаю на авось, может быть, что-то будет, может быть, нет, но он действительно очень хочет. Созрели, девочки, яблочки, сливки. Созрели. Давайте еще посмотрим, что он думает о вас сегодня. А вот смотрите, мужчина-то вас хочет, да, а вы по отношению к нему закрываетесь, девочки. Вы не даете ему права какое-то думать о вас, девочки. Как вы не даете права. Что он думает о вас сегодня? Он хотел бы вместе с вами провести время, девочки. Вечер, ночь, это то точно. Обниматься, целоваться, чем-то интересным заниматься. Мужчина этот хочет. Но, получается, от вас идет, что вы как-то не думаете именно так, как он. Вы не на одной сейчас волне. Он на похотливой волне, на волне того, что авось мне повезет, а вдруг там чего-то мне что-то обломится. Но он не активно действует, он намекает девочки, либо он ждет такого прямого предложения. Если вы хотите с ним, девочки, кое-что поиметь, ну, кто-то хочет, может, кто-то не хочет, да, то тут, получается, вам надо конкретно в таком же стиле, практически, не знаю, в похотливом, да, ему что-нибудь написать. Ну что, там вечер сегодняшний страстный под луной проведем. Ну, то есть, если вы хотите этого, да, ну, потому что вы немного на разных волнах, девочки. Он хочет интима, он хочет этих обнимашек, он хочет, если у вас нету возможности что-то, да, он хочет смотреть на вас, извиняюсь, голую, в любом приложении, где можно получить эти ваши фото, мессенджеры, я имею в виду. А давайте еще посмотрим, что он думает о вас сегодня. Ну, девочки, хочет. Это мужчина-хотелка. Хочет вас. Что он думает о вас? Хочет. Очень сильно, девочки, хочет. Но это из таких вот, знаете, побочных королей. То есть, например, когда я вас всегда настраиваю, чтобы вы
держали возле себя, пока вы выбираете себе кавалера, чтобы вы держали про запас еще, помимо одного короля, еще 3. И дело в том, что когда, это я не говорю спать с ними, да, как некоторые могут подумать, чтобы они за вами ухаживали и вас хотели. Вот когда вроде бы оставляешь какой-то шанс мужику, да, мужчине, какому-то другому королю, вроде бы ты и не планируешь с ним ничего, но ты держишь вот этого ухажера с комплиментами, да. У меня, девочки, когда 4, у меня вот сразу добивается 4, когда они даже за один день как-то ко мне там сюси-муси могут, да, то у меня сразу выстреливает 1, причем очень серьезно, даже и когда я в отношениях, да, то есть это как-то усиливает даже моего того короля, с которым я вместе. А получается, ваш здесь похож на одного из моих таких, знаете, бубновых, да, вот именно на бубнового одного моего похож, который мне особо как бы и не нужен, но все же, да, я ни да, ни нет, никогда ни да, ни нет, да, и вот он, ну что ты там, как дела, да, и я знаю, что я должна ему сказать, что у меня есть мужчина, да, он меня не трогает, как только начинается заигрывание, но в то же время он не лезет, да, в мою жизнь. И у вас тут точно такой же король, к чему я это все говорила. К тому, что он же ждет от вас какой-то такой активности в его сторону, а в то же время, смотрите, паж огня хочет служить королеве огня, но хочет еще и чувств от вас. То есть в перспективе, да, на серьезные отношения он заряжен. Но вот прям надо вас уложить, девочки. Вот споткнуться и упасть в эрогированном состоянии на вас. Вот что он хочет сейчас. А вы как не на его волне. Вы чего-то от него хотите другого, да, а вот он за сальными своими мыслями думать ни о чем другом не может. Ему бы, грубо говоря, на сисечки посмотреть. Вот. Что он думает о вас сегодня? Ха-ха, маг выпал тут. И наказание, девочки, маг. И 12-й старший аркан. Здесь он наказание в Монаре. А как вы, может, кто помнит, что 12-й старший аркан это у нас повешенные девочки. Если вы только начинаете с этим мужчиной отношения, и это, знаете, как коса на камень у вас находится, да, то есть вроде бы я хочу, чтобы он больше проявлялся, а он вроде бы серьезного ничего не хочет, девочки. Это могут быть последствия какого-то кривого приворота. Как даже можно не снимать этот кривой приворот, когда не умеешь или не знаешь, если кто-то хочет, может попробовать чистку мужчине сделать. Но если вы не знаете, девочки, как это все делается по-быстрому, да, можно по-длинному делать. Во-первых, смотрите, он хочет интима, да, и не надо ему прям все всегда давать, но ему надо вот это вот интим давать с условиями какими-то. Он для вас что-то должен выполнять. Вот когда он что-то вам дарит, когда он что-то выполняет, девочки, хорошо, я с тобой встречусь, если ты мне там гвоздь забьешь. Ну, это я утрирую, да, но все же. Ему надо давать задания этому мужчине. Чем больше вы этих заданий даете, с которыми он справляется, да, тем быстрее с него слазит вот эта какая-то другая программа. На нем это может быть из-за вот этих вот 2 карт. Потому что он может тыкаться, вам нужно одно, ему другое. И получается вот непонятка такая. Он очень вас, девочки, хочет. Он очень хочет, но у него как-то, знаете, все через 5-ю точку. Действие в вашу сторону. Что он думает о вас сегодня? Ну вот реально, видите, огненные карты. Когда я говорю, что он думает о вас, огонь, огонь, огонь. Хочет, хочет, хочет. Прям как умалишенный, девочки. Но паж, знаете, чем отличаются пажи от нормальных мужчин, да? То, что они занимаются еще самоудовлетворением, мои дорогие. И когда вот он занимается этим, потом его отпускает, он не проявляться не будет. А чем ближе вы будете подходить к тому, что он, да, он может вас взять, грубо говоря, да, тем меньше он будет вот этим заниматься, да, и там можно его взять. Ну, короче. Можно его соблазнять и соблазнять. Но я вам тут посоветую один момент, да. Если вы с ним не в особых отношениях, с этим мужчиной, да, вы как королева огня, либо можете все-таки, да, на него там основной упор сделать,
Но я бы добрала тут еще, девочки, карт. Я добрала бы других королей, чтобы вы с ними тоже общались. Потому что он как один из, да, то есть его даже как инструмент можно использовать. Он себя по-другому не проявляет больше, чем как инструмент, девочки. Давайте еще посмотрим, что он думает о вас сегодня. Он не думает, девочки. Кстати, сегодня смотрела видео, как парень говорил о своей шизофрении, да. На 18-й старший аркан, когда выпадает, когда на человека смотришь, он по-любому идет с особенностями, да. Но это не помутненный рассудок, но он какой-то такой. Ну, примитивом его тоже не назовешь, но это мужчина, который хочет женского тела. И он, девочки, реально не особо адекватен по отношению к вам. Я ее хочу, но я не понимаю, как я ее хочу. И что делать для того. Короче, тут нету прозрачных таких, знаете, поступательных, планомерных движений в вашу сторону. Нету. Я хочу, я не против. Но вы как не заигрываете с ним. Может, тут маловато флирта. Давайте еще одну. Что он думает о вас сегодня? Маловато флирта, девочки. Влюбленные выпали. Влюбленные под луной. Маг и повешенный, да? Маг и наказание, девочки. Под луной. Сегодня в 22-й лунный день Весы. Убывающая луна. Тут не надо на него тоску наводить. Если вот кому-то я говорила на тоску, нет, сегодня можно его чистить, девочки, вот этого мужчину, чтобы он... И позаигрывать с ним. Флиртуйте, пускайте его ближе, но не полностью, да, чтобы он знал, что к вам можно, если что, как говорится, подойти. Его надо приручать, как дикую собаку Динго, девочки. А если вы тут своего мужчину загадали, с которым вы, например, живете, да, встречаетесь, девочки, да, тут, в принципе, я бы сказала, что он думает о том, что он соскучился по интиму, он хочет вот этого потрогать вашего тела, губки ваши поцеловать, да, пожмякать вас, может быть, посмотреть на ваши какие-нибудь фотографии, ню. Ну, короче, он такой вот. Больше ни о чем, в принципе, он не думает, мои дорогие. Вот такой вот третий вариант. И давайте посмотрим четвертый, котики мои. Четвертый вариант. Что он думает о вас сегодня? 21-й старший аркан мира. Я вам так скажу, девочки. Кто хочет вот этого мужчину? 22-й лунный день у нас. Убывающая в весах. И прям что-то будет. Что-то будет с этим мужчиной прям... В эту ночь, девочки, вот в эту ночь. Если вы с ним не можете общаться, но очень хотите, да, почему бы что-то такое, заговор на тоску, на картах пригадать его к себе, да, помолиться за него. Помолиться за него и за свои отношения. То есть в каком вы эгрегоре, да, христианство, там, православие, католицизм, ислам, да, все что угодно, да, то есть вы можете подключиться к этому, да, там, где вы больше всего, как говорится, проводите время, и поработать с ним. Ночь для этого очень сейчас хорошо подходит. У меня, девочки, сейчас, знаете, сколько там времени? У меня 6 часов. 14 минут. И получается, вот сейчас вот сумерки уже почти, ну, закончились. И сейчас наступит ночь. И если бы мне выпал этот 21-й старший аркан, то я этого мужчину либо очищала, но очищала для себя бы. Пожгла бы свечи. Те же сретенские, да, или сретенские, кто как называет, 2. Просто восковые свечи, заговор какой-то, молитву, я хочу быть вместе, там, ну, если в эгрегор какой-то ударяться. Если, ну, про магию просто не хочется в прямой трансляции, девочки, говорить, но все же, обратите внимание. И вот этой ночью что-то будет проясняться, именно с вами связанное. Может, вы во сне ему придете, но что-то будет. Что-то будет, может, встреча у кого-то.
кому-то, может быть, напишет, девочки. Выяснять отношения хорошо. Вот сейчас, вот ночью, да, в 21-й этот старший аркан мира. В 22-й лунный день. Что-то тут интересное будет. Что он думает о вас сегодня? Семерка воздуха. Тут идет какой-то пустой порог. Что за пустой? Что он думает о вас сегодня? Вот интересно, но почему-то сегодня у него меняется о вас впечатление. И причем реально, и оно не то, что меняется, оно будет меняться прям, это прям ближайшее будущее, девочки. Вот эти 2-3 часа, не знаю, вот эту вот ночь, да, оно меняется о вас. И еще странно, что 22-й лунный день, да, странно, что весы и убывающая, хотел сказать, убивающая, да, луна, убывающая. И что-то вот этой ночью в его сознании, как минимум, либо это будет какое-то поведение, и его отношение к вам изменится, не будет такое, как было. Император со смертью и 21-й старший аркан. И пустой порог тут идет. Ну, интересно, что это такое? Вы спрашиваете, меняется в какую сторону, в лучшую или в худшую, девочки? Давайте посмотрим. Что он думает о вас? Опять, вот видите, суда, все решается. Как он будет о ней думать после этой ночи? С 5 на 6 января. Рыцарь воздуха. Паж Земля говорит, что он не будет выходить за порог для того, чтобы пойти к вам. Это да. Но рыцарь воздуха, это карта лучше всего для женщин. Да? Это когда мужчина... Какой-то странный расклад у вас здесь. Вообще реально очень странный. Он получается, знаете как... Реально изменит к вам свое отношение. Вообще полностью. Причем в мыслях идет, знаете, как будто где-то было написано супруга. Где-то было это написано, да? Реально написано. Я не знаю, может, вы с ним обсуждали муж и жена, да, или там свое супружество, либо это ваш бывший муж, либо у вас еще написано в свидетельстве каком-то, либо, может, я не знаю, что такое очень похоже идет. И в то же время пустой порог. Какой-то странный, до ужаса странный расклад. Непонятный. Подождите, давайте я перегадаю сейчас на него. Что он думает о вас сегодня? Что этот мужчина, 4-й вариант, думает про ту девушку, которая загадала 4-й вариант на своего мужчину? Что он думает о ней? Зеркало. Королева земли. Девочки, а его никто, извините меня за выражение, нахрен не посылал, этого мужчину? Вы на нем случайно точку не ставили на этих отношениях? Вы сами? Потому что его какое-то такое странное поведение. И прям сегодня, вот я вам скажу точно, вы проснетесь другой, и он проснется другой. Это какой-то решающий для вас вечер. Сила. Один и 11 старший аркан. Нет, тут что-то нечисто по-любому идет. Это очень странно, что ни с того ни с сего. Если вы не... Давайте так, подождите.
Если вы с ним не живете, с этим мужчиной, и находитесь с ним на расстоянии, сегодня ночью что-то у него произойдет, что почему-то изменит ход событий ваш. И я не могу сказать ни в лучшую сторону, ни в худшую, потому что это какой-то, я извиняюсь, не хотела тут матное слово, какой-то круг. Если вы с ним живете, девочки, возможно, как раз-таки это, если вы с ним живете, это будут в положительную сторону все равно отношения развиваться, да, это может быть как раз-таки заключение брака, а может это 21 год, 22 лунный день, и 21 старший аркан. Ну, короче, девочки, этот расклад не сегодня не ваш, что он думает о вас сегодня, потому что завтра, да, будет совсем по-другому, чем сейчас, совсем по-другому. Что-то будет, что-то вот в ближайшие в 2-3 часа оно поменяется. Не думайте, что в плохую сторону, нет, но это либо какой-то что, цикл какой-то, или что-то тут странное. И это не касательно магии, да, это черной магии не касается, потому что я бы это увидела, да, но я не могу понять это какую-то вот вам как сансара какая-то выпала, а к чему она выпала, фиг ее поймешь. Это не с моей оперы. А давайте еще, что он думает о вас сегодня? Влюбленные. Причем влюбленные, когда с императором выпадают, да, император это такой вот, грубо говоря, абьюзер и давящий человек, да, мужчина, который хочет побыть один, но выбирает все время себе быть женщиной. Влюбленные девочки, это немножко даже по-другому, вот даже, смотрите, цифры вот так вот, да, это зеркальное отображение двух этих цифр. Маг в эту сторону пятерка, в эту сторону пятерка, да, зеркало вам выпало, 21 старший аркан выпал. И сила. Единиц очень много повыпадало. Не, это что-то по-любому сегодня поменяется. Вот я вам серьезно говорю. Вот эту вот ночь. И когда будет у нас 23-й уже лунный день, 6 января пойдет, да, уже будет по-другому. Не так, как сейчас. Тут какое-то... Тут не магия, да, но какой-то такой заворот кишок, я извиняюсь за выражение, выпал. А дайте я еще посмотрю, мои дорогие, что-то тут... Тут вообще непробиваемый расклад. Непробиваемый, потому что это к магии не относится-то точно. Это не магия, это что-то другое. На такую простую тему гадаем, что он думает о вас сегодня, а выпадает такое, что вам дорогая. Что он думает о вас сегодня? Изменится отношение к вам. Вот изменится и все, девочки. Если, смотрите, если завтра, 6 января, когда начнется, именно 23 лунные сутки пойдут, да, и в эти 23 лунные сутки он вам не позвонит, не напишет и все остальное, это значит, он пошел на какой-то круг, когда его еще как-то долго не будет проявления в вашу сторону. Возможно, охладеет, но на какой-то круг. Он что-то повторяет, этот цикл какой-то тут скрыт, круг какой-то. Но, девочки, если вот 23-го, на 23 лунные сутки, на 6 января, 7 он будет к вам идти, девочки, будет вам писать и все остальное, значит, он будет с вами развивать эти отношения, вы ему нужны, это карта влюбленных, это предложение руки и сердца будет. Но вот эта ночь какая-то особенная, что-то будет происходить, но это не с магией связано, это не магия, не черная тем более, но что-то такое цикличное, это я не знаю, что это за мужчина такой. Он как выпадает, его не видно, как шапку-невидимку одевает, а потом появляется вдруг, понимаете? Странно как. У меня завтра день рождения. С наступающим.
Может, девочки, что-то странный, очень странный расклад, но что-то сегодня ночью произойдет у вас с ним, да, либо это у него что-то, что очень сильно как-то повлияет даже на то, что он думает о вас. О вас он будет думать по-другому 23 лунные сутки после того, как закончатся эти весы, 22 лунный день. Сейчас на него можно даже не раскладывать, он сейчас не пробивается. Тем более ваш 4-й мистический расклад. Кто любит мистику, вот вам ее тут вот прям по горло, девочки, сегодня. Может, вот тут еще Кристина пишет, сама защиту сделала. Может, а может она и не пробивается на картах, кстати, из-за этого. Вот такие дела, мои дорогие. Эля посмотрела ритуалы, и вы встретились. Девочки, я вообще обоими руками, ногами за, чтобы вы со своими мужчинами сходились, да. Для хорошего, для не очень. Да пофиг, что, в принципе, от мужчины мы должны всегда это лучшее брать. Любое, девочки, лучшее. Эмоции, либо материальное что-то, да. Главное, чтобы нас не сосали. Как только вы чувствуете, что он от вас уже что-то подсасывает, да, вашу энергетику, вы не расцветаете, становитесь как-то не очень там, чувствуете себя, я не очень красивая или еще что-то, то все этого мужика можно кидать, девочки, а не терпеть его. Ладно, мои дорогие, вот такой вот был у нас сегодня расклад. Побегу я сегодня на мезотерапию вечером, девочки. Мне будет делать, знаете, на лицо такой вот иголками такую штуку. Кстати, классный такой эффект, если хороший мастер попадется вам. То, что попробуйте. Молодитесь, мои девочки. Молодильные яблоки существуют. Все, мои дорогие, спасибо вам большое за внимание. Люблю вас, целую, обнимаю. С наступивших вас Новым годом. Счастья, здоровья, большой-большой любви. И самую красивую пару каждый из вас, мои дорогие. Все, котики, пока-пока.